Он что-то плохо как-то со мной разговаривал. Не пущу я его в реестр требований кредиторов. Положительного судебного акта, скорее всего, только на основании этой расписки вы не получите. Конечно, когда мы говорим о предприятии, о должнике, мы имеем в виду тех людей, которые в профессиональном сообществе называют аббревиатурой КДЛ. Не специально ли меня обманул должник? Не было ли это мошенничество? Не брал ли он у меня деньги, даже не намереваясь мне их возвращать? Кредиторы в этом деле о банкротстве не увидели еще пока ни одного рубля. 8 лет они бегают за должником, возвращают свои активы. Когда мы говорим о банкротстве кого-то, то обязательным участником любого дела о банкротстве будет являться должник. Должники бывают двух категорий: юридические лица, предприятия, и физические лица, граждане. Давайте разберемся с интересами должников в делах о банкротстве. Начнем с должников предприятий, с должников юридических лиц. У них во многом интересы совпадут с интересами граждан, мы это увидим, но есть и свои особенности. У каждого должника предприятия, когда он впадает в несостоятельность, возникает вполне естественное желание оптимизировать свою долговую нагрузку. Что это значит? Оптимизация долговой нагрузки может происходить за счет нескольких элементов. Во-первых, это уменьшить свою долговую нагрузку перед настоящими кредиторами, попытавшись не пустить их в реестр требований кредиторов. Закон о банкротстве и правоприменительная практика выработали достаточно жесткий подход для кредиторов в части доказывания своих требований к должнику. Нельзя просто так, как в каком-нибудь рядовом деле о взыскании долга в суде, прийти, принести расписку, сказать: мне должны денег, и удовлетвориться положительным судебным актом, потому что положительного судебного акта, скорее всего, только на основании этой расписки вы не получите. Верховный суд говорит, что к требованиям кредиторов в делах о банкротстве необходимо применять повышенный стандарт доказывания. Из-за этого повышенного стандарта доказывания иногда даже самым настоящим кредиторам бывает трудновато доказать, что должник им должен денег. Должники охотно этим пользуются. Они ставят перед кредитором такие вопросы, на которые им трудновато ответить в суде. Особенно с учетом такой российской привычки очень плохо вести документооборот, очень небрежно хранить документы, еще и иногда разругаться с собственными сотрудниками, которые могут прийти в суд и по просьбе твоего оппонента оболгать тебя и сказать, что да, не было никакого долга. Я был работником, я это точно знаю. С другой стороны, для должника оптимизация долговой нагрузки может выражаться и в другом виде. А это в так называемом рисовании собственных долгов. Если стороннему кредитору, настоящему моему кредитору, будет достаточно трудно обосновать, что я ему должен денег, то какому-нибудь моему близкому другу я с удовольствием помогу восстановить всю необходимую документацию. Причем под восстановить очень часто должники понимают просто ее создать с нуля и откровенно выдумать правоотношения. И тогда в реестр к должнику могут быть включены требования тех кредиторов, которые на самом деле кредиторами не являются. Они успешно составят конкуренцию кредиторам настоящим и будут наравне с настоящими кредиторами претендовать на принятие решений относительно дальнейшей судьбы банкрота, ну и в конце концов на распределение денег. Если должнику удастся добиться соотношения кредиторов настоящих и не настоящих, допустим, в пропорции 50/50, то понятно, что каждый второй рубль из этой процедуры через третьи руки его друзей вернется его же собственникам. Поэтому такое желание любого должника вполне объяснимо. Следующий интерес, который преследует должник в деле о банкротстве предприятия, часто сводится к тому, чтобы сохранить свои активы. И здесь тоже существует определенная вариативность. Как многие должники видят себе сохранение своих активов на предприятии? Это вывод этих активов в преддверии банкротства по каким-то фиктивным, мнимым сделкам с теми же самыми доверенными лицами, сделкам безоплатным или по заниженной стоимости продажа чего-нибудь действительно ценного. Когда уже дело о банкротстве вовсю идет, вывести активы не так просто, уже не всегда у бывшего менеджмента предприятия есть права на совершение сделок с активами. Тогда в дело может вступить вульгарное сокрытие этих активов. Очень актуально, когда мы говорим о чем-нибудь стоящем,
вещим, ценным, но небольшим и не имеющим особого учета, нумерации. Например, какой-нибудь типографский станок. Если ты занимался типографским бизнесом, у тебя был какой-нибудь станок по нарезке бумаги с гильотиной, предприятие твое впало в несостоятельность, но жизнь-то для тебя на этом не окончилась. Очень часто у нас должники, вернее их собственники, при попадании их бизнеса в процедуру банкротства не тратят время зря, а идут и открывают зеркальные предприятия, которые занимаются той же самой деятельностью. Ну и что ж, если у меня в соседнем цехе работают люди, занимаются той же самой деятельностью, что у меня занималось предприятие банкрот, ну неужели для них лишним будет дополнительный станок для нарезки бумаги? И поэтому у нас должники, в общем, не дураки взять и что-нибудь утащить физически из старого цеха, притащить в цех новый, чтобы продолжить работать на этом же оборудовании. Правда, иногда интересы должников в делах о банкротстве, когда мы говорим о целях сохранения активов, сводятся к достаточно законной вещи. Иногда они, напротив, хотят возвратить себе на баланс что-то, что раньше было продано. Дело о банкротстве – это прекрасный способ подвергнуть ревизии какие-нибудь старые сделки. Я полгода назад совершил какую-нибудь сделку, продал тот же самый станок. Продал его за условные 100 рублей. Но я точно знаю, что на сегодняшний момент в силу каких-нибудь внешних факторов изменения курса рубля этот станок стоит уже не 100, а 150 рублей, а может быть и 200. И тогда я уже сам буду заинтересован в том, чтобы в деле о банкротстве та сделка по продаже станка была по какому-нибудь основанию оспорена, станок вернулся ко мне обратно. Эти 100 рублей, да, бог с ними, я их даже и верну бывшему покупателю, а скорее всего даже и не верну, а он просто войдет в реестр кредиторов наравне со всеми остальными. Зато теперь этот станок продам за 150 или за 200 рублей и гораздо в большей степени смогу рассчитаться со своими кредиторами. Иногда вполне допустимо представить себе ситуацию, что это может даже решить финансовые проблемы предприятия. Последний элемент, о котором стоит поговорить в рамках задачи сохранения активов для должника, это участие в торгах. То есть все, конкурсная масса, то есть имущество банкрота сформировано, определено, физически найдено, оценено, но для того, чтобы кредиторы получили деньги, имущество это должно быть продано. Существует иллюзия, что банкротные торги это что-то очень выгодное, что это всегда по заниженной стоимости распродающиеся активы. Это не совсем так. Обычно все-таки имущество продается вполне себе на рыночных условиях, в том числе, когда мы говорим о его стоимости. Однако иногда действительно происходят такие торги, когда продается специфическое имущество, на которое не очень много покупателей. А если опять-таки я уже открыл зеркальный бизнес, оно мне может пригодиться. Или по каким-нибудь другим причинам стоимость имущества на торгах может быть очень сильно ниже рынка, и эти торги могут являться привлекательными. Причем привлекательными прежде всего для самого должника, который знает не начальную стоимость имущества, а его действительную ценность имущества. Особенно для того бизнеса, которым занималось это предприятие. И тут у многих должников возникает желание поучаствовать в торгах с собственным имуществом. Понятно, что речь идет о том, что на торгах будет участвовать, конечно же, не сам должник, конечно же, не лично его бывший директор или участник, это будет какое-нибудь третье лицо, у которого будут неформальные договоренности с бенефициарами должника. Но участие в таких торгах и победа в них тоже иногда входит в круг задач самих должников. Следующий интерес должника в деле о банкротстве – это достаточно очевидно интерес, сводящийся к контролю работы арбитражного управляющего. Когда тебя отодвинули от оперативного управления бизнесом и вместо тебя поставили какого-то непонятного дядьку, утвержденного арбитражным судом, вполне естественным желанием является хотя бы знать, что тот собирается делать, в какие сроки, чем это для тебя чревато, как он видит ту или иную сделку твоего предприятия, собирается ли он ее оспаривать, к твоей выгоде это будет сделано или не к твоей выгоде. С контролем работы арбитражного управляющего все, с одной стороны, просто, а с другой стороны, сложно. Потому что контролировать работу управляющего можно очень-очень по-разному. Можно его контролировать через механизм обжалования каждого действия и тем более какого-нибудь бездействия. А можно попытаться просто купить его хорошее отношение к должнику.
И да, действительно, бывает такое, что арбитражные управляющие не могут отказаться от поступившего им предложения со стороны должников. Следующее, чего хочет каждый должник предприятия в деле о своем банкротстве. Конечно, понятно, мы не говорим о самом юридическом лице, оно уже практически перестало существовать, и бизнес не сам по себе. Любое юридическое лицо – это всего лишь фикция. Конечно, когда мы говорим о предприятии, о должнике, мы имеем в виду тех людей, которые в профессиональном сообществе называют аббревиатурой КДЛ – контролирующее должника лицо. В каждом деле о банкротстве, наверное, необходимо упомянуть желание их избежать личной ответственности. Причем ответственности не только гражданской правовой в виде привлечения к субсидиарной ответственности, так популярной в последнее время, или взыскания убытков с них, но и каждый директор не прочь был бы избежать административной, тем более уголовной ответственности за свою деятельность, потому что очень часто дело о банкротстве и уголовное преследование идут рука об руку, потому что это, в общем, просто вопрос времени, когда кредиторы, которые в ходе дела о банкротстве не получили ни рубля, начнут задаваться вопросом: а не специально ли меня обманул должник? А не было ли это мошенничество? Не брал ли он у меня деньги, даже не намереваясь мне их возвращать? И давайте завершим с интересами должников в делах о банкротстве предприятий. Когда дело доходит до достаточно крупных споров, удивительно, как часто можно столкнуться с желанием просто использовать эту процедуру как способ свести личные счеты либо с конкурентами по бизнесу, опять-таки возвращаясь, например, к оптимизации долговой нагрузки. Он что-то плохо как-то со мной разговаривал. Не пущу я его в реестр требований кредиторов. Так и это достаточно частый способ свести счеты с партнерами по бизнесу. Когда предприятие-должник принадлежит не какому-то одному собственнику, а 2, 3, 4. И процедура банкротства может стать замечательным поводом, чтобы 1 или 2 участника, объединившись, скупили активы и занялись тем же бизнесом от нового юрлица, или добились привлечения своих бывших партнеров к какому-либо виду персональной ответственности, а сами бы ее при этом избежали. И давайте, чтобы далеко не уходить от вопроса про интересы должников в делах о банкротстве, поговорим про интересы должников граждан, физических лиц в делах об их личном банкротстве. Тут мы увидим, что во многом интересы предприятий, интересы граждан, они совпадут. Например, граждане, как и предприятия, совсем не дураки бы оптимизировать свою долговую нагрузку. И методы здесь будут использованы абсолютно такие же, как и в предприятиях. Не пустить настоящего кредитора или попробовать наполнить реестр несуществующими кредиторами, которые будут зато действовать в твоих интересах. Точно так же, как и должники предприятия, должники граждане тоже хотели бы сохранить свои активы, вывести их. Как правило, граждане долго не заморачиваются на этот счет и используют для этих целей любимых своих жен, мужей, братьев, сестер, детей, мам, пап, реже школьных приятелей, соседей по дачам и так далее. И понятно, что точно так же не только выводом активов могут заинтересоваться граждане-банкроты, но и их возвращением при определенных обстоятельствах. Точно так же, как и юридические лица, граждане, конечно, хотели бы контролировать работу арбитражного управляющего. Для гражданина дело о банкротстве подойдет к логическому завершению. И суд, в том числе, у арбитражного управляющего спросит, как он считает, следует ли гражданина по итогам процедуры освободить от долгов или нет. И одним из критериев будет являться то, насколько должник содействовал арбитражному управляющему в его работе, насколько он ему был открыт и, если хотя бы не помогал, то не мешал его работе. Но зато, в отличие от дел о банкротстве предприятий, речи об избежании личной ответственности тут уже не идет. Ты уже банкрот лично, по крайней мере, вопросов о твоей дополнительной гражданской ответственности не стоит. Она тебя уже настигла. Вопросы уголовной ответственности тоже очень редко бывают поставлены в зависимости от развития дела о банкротстве. Зато почти у каждого должника есть семья. Я знаю дело о банкротстве, которое тянется с 2015 года. Прямо с октября 2015 года, когда дела о банкротстве граждан вообще стали законом допускаться. И оно идет до сих пор. И до сих пор кредиторы в этом деле о банкротстве не увидели еще пока ни одного рубля. 8 лет они бегают за должником, возвращают свои активы. Тот находится в состоянии постоянного стресса. Но удивительно, что сам должник
к этому стрессу относится достаточно философски. Он, в общем-то, понимал, что это будет. Но чем дальше продолжается дело о банкротстве этого гражданина, тем больше беспокойств вызывает у него психоэмоциональное состояние его супруги, его тещи, которая еще страшнее супруги, да в конце концов его детей. Да ну и просто неудобно уже перед соседями, что какие-то чужие люди ходят вокруг и расспрашивают про твои обязательства, про твои активы. И когда мы говорим про дела о банкротстве затяжные, одним из интересов граждан будет являться желание избежать беспокойства членов их семьи и близких. И последнее, о чем мы немножечко уже коснулись, желание любого должника-гражданина, кроме тех случаев, когда дело о банкротстве, например, вообще началось из-за непогашенного вреда, причиненного вследствие преступления, и должник понимает, что от долгов его никто не освободит, это стремление получить освобождение от долгов по итогам процедуры.